Ричард Уэллс был крупным застройщиком в Остине, штат Техас. Ему принадлежали элитные жилые комплексы, бутики и сети ресторанов. Несмотря на богатство и влияние, он вел замкнутую жизнь. Жена погибла 5 лет назад, детей не было, и единственным человеком, кто ежедневно пересекал порог его дома, была его помощница по хозяйству, тихая женщина по имени Мэри. Мэри работала у него уже 3 года. Скромная, пунктуальная, безупречно выполняла свои обязанности. Ричард не интересовался ее личной жизнью, ему хватало порядка в доме. Однажды он вернулся домой раньше обычного и случайно увидел, как Мэри складывает остатки ужина в старый рюкзак. Она не заметила, что он ее увидел. На следующий вечер, под предлогом задержки, он остался дома и через камеры проследил за ней. Потом сел в машину и поехал следом. Мэри направилась в бедный район на окраине города. Поднялась в обветшалый жилой дом. Ричард последовал за ней и, прячась в тени, увидел, как она вошла в маленькую квартиру. Внутри 4 детей. Старший пытался делать домашку при свете тусклого экрана телефона. Малыши сжались друг к другу на полу. Когда Мэри достала еду, дети бросились к ней, радуясь как празднику. Она сама не взяла ни кусочка. Ричард ушел в полной тишине. Он не мог уснуть всю ночь. На следующий день он вызвал Мэри и сказал, что все знает. Она просила прощения, но он сказал, что не за что прощать. Он решил помочь. Через неделю Мэри с детьми переехали в новую просторную квартиру рядом с домом Ричарда. Он оплатил лечение, обучение, нанял репетиторов. Его водитель стал возить детей в школу, а сам Ричард часто наведывался к ним. С каждым днем он чувствовал, как его жизнь наполняется смыслом. Позже он узнал, что отец детей погиб на стройке. Мэри не просила помощи из гордости. Тогда Ричард предложил ей управлять благотворительным фондом, который открыл в память о своей жене. Фонд помогал матерям в трудных ситуациях. Мэри согласилась и вложила в дело душу. Через год фонд стал одним из крупнейших в Техасе. Мэри давала интервью, делилась опытом, вдохновляла. А дети называли Ричарда просто «дядя Рич». Он водил их на футбольные матчи, читал им книги и учил ездить на велосипедах. Ричард понял, что настоящее богатство – это не то, что в банке, а то, что ты отдаешь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.